От пациентки. Сильный шум в ухе. Есть два мнения по КТ. Первое – остатки жидкости. Второе – кохлеарный отосклероз. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 44 лет, дата исследования 3 августа 2025 года. Область исследования – левая височная кость, представленные томограммы субоптимального качества из-за выраженных артефактов. При компьютерной томографии височной кости в аксиальной плоскости с последующим построением многоплоскостных реконструкций изображений, сосцевидный отросток пневматического типа строения, в отдельных ячейках скопления минимального количества жидкости. Также нельзя исключить наличие минимального количества содержимого в барабанной полости. Объемных патологических образований наружного, среднего и внутреннего уха не определяется. Наружный и внутренний кортикальные слои сосцевидного отростка четкие, ровные, целость их не нарушена. Антральная клетка, устье барабанной части Евстахиевой трубы воздушны. Барабанная полость обычного объема. Стенки ее не истончены, с четкими контурами, эрозии не определяется. Слуховые косточки визуализируются отчетливо, прослеживаются на всем протяжении, анатомические соотношения в них не изменены, контуры их четкие, признаков деструктивных изменений не выявлено. Барабанная перепонка на фоне помех достоверно не визуализируется. Верхняя стенка верхнего полукружного канала не изменена. Патологических участков спонгиоза по переднему контуру овального окна и поверхностям костных лабиринтов с обеих сторон не выявлено. Луковица еремной вены и сигмовидный синус обычного положения. Внутренние и наружные слуховые проходы не сужены. В зоне сканирования околоносовые пазухи воздушные. Костных травматических и деструктивных изменений не выявлено. Заключение. КТ-признаки левостороннего среднего отита, мастоидита. Рекомендована консультация лор-врача. 15 августа 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: я думаю, что разногласие в трактовке результатов связано с техническими проблемами при выполнении исследования. Формально КТ сделано очень хорошо. Толщина скана менее 0,2 мм. Это очень мало, в клинике, где работаю я, толщина 0,6 мм. Но за счет того, что сканы очень тонкие, на них появляется масса помех, артефактов, из-за того, что при такой толщине томограф уже не может точно посчитать, где граница костной ткани, а где воздух. Со временем эту проблему решат, но сейчас такая маленькая толщина скана только вредит и путает. При контрольном КТ я бы рекомендовал выполнить его с толщиной скана около 0,6 мм, и сканы четкими будут и видно все так же хорошо будет. В целом, мне кажется, что в барабанной полости и воздухоносных ячейках сосцевидного отростка есть скопление содержимого жидкости, то есть воспалительный процесс.